Вы играть хотите? Я не могу сказать, что я рвусь играть, но конечно, неудобно не играть. Так, для хорватов просто надо сыграть, фигуры подвигать. Честно говоря, как бы это меня не вдохновляет перспективу, потому что там, в 960 еще там просто можно ничего не учить. Как бы, все-таки сел, там, поиграл. А здесь там вообще там, как из дебюта выйти, тоже точно не знаю. Потому что дел много. Они все готовы? Ну, они готовы, они наиграны все, понимаешь, что на самом деле как бы так. Так-то рукой-то я могу доиграть что-то, но в общем, ну, я спокойно это смотрю просто как бы это. Ну, когда играли последние годы, и там по дебюту, первый раз, когда играли, вообще получше все время было, я помню. А видно было, что готовились, да? Нет, вот в 17-м году я готовился. Нет, в 17-м году я реально готовился просто. Ну, там вот стало ясно, что есть вот проблема, с которой ничего сделать нельзя. Это вот возникает такой просто вот провал такой, неожиданно. Вот это, вот в некоторых партиях просто я понимал, что я там просто проваливаюсь. Ну, вот это с непомнящим партией был момент, когда, ну, и с этим, с Наварой. Да, ну это вообще Нет, какой-то... нет, а просто, нет, отключка происходит вообще. Вдруг происходит отключка. И это я не контролирую этот процесс, потому что голова уже по-другому работает. То есть она там к такому напряжению, ритму она не привыкла. Ну, там я готовился, нет, там я готовился, смотрел что-то там, какие-то там дебюты пытался придумывать, вот, как бы, вот, ну, там, даже вот там пешкваш начал двигать там куда-то там, какие-то разработки пытался Альфа-Зиро, делать. да? Ну, что-то пытался делать, да, ну... С Альфа-Зиро как-то изучали этот вопрос? Ну, так просто Нет, да, для просто, себя. ну, как бы, я смотрел партии, опять, знаешь, вот, для того, чтобы серьезно заниматься этим, нужно иметь много времени и голову, которая находится вот в этом месте. Посмотреть с листа – это одна история, а вот там заняться этим, там, я знаю, там, Крамник этим занимается, там, ну, делать нечего, ведь его как бы, ну, естественно, Ну, сидит да, там, занимается шахматами, он изучает это там какие-то вещи интересные по этому поводу, там, рассказывает, там, какие-то концепции пытается придумывать, шахматы без рокировки, там, ну, понятно, ну, вот он живет этим. А для меня это все-таки, ну, это такое, знаешь, Ну, еще времени не прошло, мне кажется. То есть он ну, там... я все-таки любитель, на самом деле. У меня нет драйва на игру сейчас. Я там, понятно, занимаюсь с детьми как-то, то есть я играю в блиц там в интернете немножко, то есть понятно, что как бы я там не разучился играть еще, но это уже не то. Первый год, это на самом деле было, конечно, по-другому, конечно, там, когда я все-таки довольно активно все-таки в процессе участвовал, особенно когда с Магнусом работал, с Магнусом, потом с Хикару, вот, там, конечно, была немножко другая история. А, кстати, в каком состоянии вам попал Магнус? Вот как вы его оценивали? Тогда... Потому что вот он как бы попал, он играл как-то, ну, был один из лучших, потом попал к вам, какая-то пауза, и потом все, он как бы улетел в космос. На самом деле, Магнус, вот к моменту, когда мы начали заниматься, в общем, они, конечно, очень рвались к этому. Фред Фридель все это организовывал. У него как бы вот такой же Фред Фридель, один из создателей Чесбейс, ну, я его знаю с 85-го года. Магнус, вот он плотно вошел в десятку, даже, скорее всего, в пятерку. Вот. Но к моменту, когда мы встретились, начали работать, вот он уже все на таланте все выбрал. А организованной работы как таковой там все-таки не было. Моя задача была как бы начать как бы его организовывать. То есть там принципиально две вещи были как сделаны. То есть, ну, это шахматы. Одна из них это все-таки работа над дебютом. То есть, как бы мы там взяли мою базу, начали работать, начали как бы вот, то есть он начал по-другому вообще как, на это смотреть. А вторая, в процессе нашего общения, он начал гораздо лучше ориентироваться в позициях, которые для него были всегда сложными. Это позиции с нарушенным балансом. Он же, в общем-то, игрок более такой карповский, фишеровский, карповский, может быть, фишеровский точнее, но все равно, в общем, позиции с нарушенным равновесием, там, где вот там вот все висит, там непонятно, вот особенно материальный баланс, если нарушен, а они у него вызывали дискомфорт. И вот он здесь научился, тут, как бы, ну, потому что я так играю, он общается, вот мы много как бы и смотрели, двигали фигуры, то есть, в общем, мы очень активно работали, Год где-то, да? Мы работали год, да, вот до конца Вейконзей. То есть с января 2009 по
январь 2010-го. Потом там набрался уже как бы всего, чего нужно, и решил, что он будет, дальше он сам будет, как бы, ему помощь не нужна. Вот. Но рывок решающий он сделает именно в это время. Причем к моменту как бы вот его там рывка в Китае, а потом вот Москва, вот как бы у нас был очень активный процесс общения. Я помню даже, когда вот я играл с Карповым этот матч к 25-летию в 2009 году, вот, мы решили отпраздновать 25 лет нашего, как бы, начала нашего единоборства. И там испанцы, значит, нас пригласили поиграть. И я помню, я приехал туда, значит, я приехал с мамой, там мама приехала там еще со своей компаньонкой, и Даша приехала. Я приехал там 3 женщины. А Карпов приехал, значит, там был Балаган был, Рязанцев был, и я не знаю, может, они еще, в общем, 3 тренера было. И так все смотрят, в общем, ну как это вообще? Ну, Карпов приехал серьезно подготовленный, я такой расслабленный. Ну, я так улыбался, потому что я приехал со сбора с Магнусом. Я там немножко, тренировался играть. Причем я помню, мы там как сыграли матч с ним, из 8 партий сыграли 4-4. 8 партий? Да, из 8, да. После чего я понял, что как бы, с Карповым я как-нибудь справлюсь. Вот, ну там, в общем, борьбы реально с Карповым не было. Ну да, я помню. То есть тогда я все-таки играл, ну, как бы, все свежо еще было, и вот эта работа была с Магнусом. Ну и кроме того, вообще подход к шахматам. Вот он быстро все впитывал, но мне тоже было интересно, потому что он шахматист другого стиля совершенно. Я помню, когда значит, мы начали анализировать все, он смотрит, значит, показывает партии, на доске что-то, ходы там. И я говорю так, значит, смотри, меня вообще интересует, как бы, вот партии, которые ты играешь. С Крамником, с Анандом, с Иванчуком и с Ароняном. Остальные партии меня не будем как забежать остальных игроков, но они меня не интересуют. Вот как начнешь выигрывать у них, моя задача будет выполнена. А как раз на тот момент ему тяжело давался и Крамник, и Ананд, и все. Естественно. Да, Нет, так это все-таки же вот как бы это вот чемпионы мира, и те, кто мог бы стать чемпионом мира, но не стал. Керес Корчной, пример, знаешь, такие современные. Вот. Все остальные тоже там рядом, но это все-таки вот разница маленькая, но она есть. И, вот. Я помню, я это очертил, сказал, вот это вот, то, что мне интересно, вот над этими партиями над этим будем работать. Вот. А после Магнуса, кстати, значит, Магнус, когда там ушел в свободное плавание, ко мне обратился Рекс Инфилд, просил, не хотел ли я позаниматься с Накамурой. Вот. Я сказал, пожалуйста, да. Вот. И мы занимались год с Накамурой. Вот. Ну, в общем, Вейканзе его выиграл в январе 2011 года. Там его звездный турнир был, как раз он приехал со сбора. Интенсивно работали очень. Интересный шахматист вообще? Он интересный шахматист, конечно, да. Ну, понятно было, да, что школы не хватало как бы вот подготовки. Ну, и все-таки, конечно, он до Магнуса чуть-чуть не дотягивал. Помню, я спросил Магнуса, я говорю, вот, смотри, чемпионы мира, назови 3 фамилии игроков, которые, 3 чемпионов мира, которые тебе будут вот как бы вот наиболее близки по духу, там, как бы вот, что творчество привлекает. И главное, что я написал там 3 фамилии, думаю, интересно, совпадут, не совпадут. Ну, совпали все 3, конечно. Пабланка, Фишер, Карпов? Капабланка, Карпов, да, но не Фишер. Василий Васильевич? Правильно, да. Я тоже сразу спросил у Накамуры, вот, и тоже ответ на самом деле, как бы... Алехин, Каспаров, да? Каспаров там был. Нет, Алехина все-таки слишком далеко было. Он такого и не знал. Да, там это... Нет, Таль Фишер. Таль Фишер Каспаров, да. Таль Фишер Каспаров я знал. Мы когда с Накамурой, значит, готовились, я говорю, вот Старандийская там, я говорю, ну надо самое посмотреть партии. Вот я говорю, вот у нас 3-й том, конечно, партия Штейна. Кто такой Штейн, спросил Накамура. Ну, это естественно. Кто такой Штейн? Магнус, в отличие от него... Магнус больше знал. Но у Магнуса уже были контакты с советскими как бы тренерами. То есть он все-таки он чему-то учился. Вот у него все-таки уже какой-то запас был, хотя система была не организована. Но интересно, что потом он начнет вот организовывать работу вот по тем лекалам, по которым как бы, мы работали мы. Ему, конечно, очень поможет потом Питер Хайнен Нильсон. Он такой прекрасный организатор, он к нему когда придет. В общем, это укрепит как бы, команду Магнуса. Но в целом Магнус уже сам, значит, будет представлять себе, как надо выстраивать работу. Поэтому я думаю, что вот этот год был для него, на самом деле, решающим в становлении. То есть он сумел себя полностью реализовать. Говоря о вашей легендарной базе, как бы, о которой, кстати, много ходит слухов, что ее там предлагали, кому-то украли у вас ее, еще что-то.
Ну, были такие истории, да. Но это ладно, оставим это на совести. А вообще, вот когда удалось вот как бы выйти вперед? Потому что с какого-то момента, я помню, просто я был у Гельфанда в гостях, там был Крамник. Просто Володя говорит, ну что ты такое? Ну, он говорит, Гарик, ну как бы так. Говорит, с дебюта плюс-минус строчку выходит. Да что ж такое? Я тоже так хочу. Как бы. На самом деле, вот как раз миф вот этого. Потому А, что, это миф, нет, да? Нет, на самом деле миф, потому что, вот если даже посмотреть партии с Карповым, например, да, вот возьмем матч с Карповым какой-нибудь. Ну, там любой, возьмем там даже матч, который я играл там лучше всего, я считаю, ленинградский матч. Ну-ка посмотри на дебютные позиции. И что там, то есть где там был решающий период по дебюту. То есть на самом деле просто сбалансированная подготовка была, как бы я действительно там много работал над этим, но то, что там основные очки зарабатывались в дебюте, это неправда. Просто, ну, это достаточно посмотреть партии. И Карповского матча, в принципе, и там, и даже и матча там с Шортом, например, там. Вот. Ну да, с Анандом была партия, но какие-то вот партии, типа вот той самой знаменитой 10-й партии, они, конечно, там остаются в памяти, и на них строится легенда. С 93-го по 2005. Вот этот период. Ну, так а где там были, в общем, ну, я даже возьмем там турнир, скажем, там, Вейконзей, например, да, вот какой-то, вот, там, 99-й год, например, да, взять турнир. Вот. Но я не уверен, что там, вот, ну, лучшая партия с Топаловым была сыграна. В отношении к дебюта не имела. Ну, да. Там, партии белыми там я выиграл, там, у Пикета тоже, там, не совсем и Касымджанов, там, это все к дебюту, я вспоминаю просто партии. Да, ну была партия с Петей Свидлером, где там новинку мы в дебюте применили. Вот. Но дальше все равно пришлось играть. То есть там игра, на самом деле, не то, что плюс-минус строчка. Понятно. Нет, получались какие-то интересные позиции, но дебютных таких побед, вот, как бы, вот, это я даже вот сейчас там смотрю на свои ранние партии. Вот, ну, я не скажу, что, как бы, вот, дебют сыграл там решающую роль. Вот. Просто я много работал, и мне удалось часто получать, как говорится, вот, то, что мне хочется. То есть, как бы, там больше связано было с типом позиций, а также еще просто определенный уровень уверенности. Я вообще там какую-то формулу вывел для себя, что вот сидишь, работаешь там, в дебюте, готовишь какие-то там, приходишь, а не получается. По-другому все идет. И каким-то мистическим образом вот то, что делал, это почему-то начинает во время партии как-то для тебя работать. Я не знаю почему. Но вот объем работы, который был проделан, почему-то в любом случае дает о себе знать, проявляется. Даже если не случается конкретный вариант, который ты готовил, да? Да, вот это какая-то закономерность для меня всегда была загадкой, но она регулярно подтверждалась. Но все равно работа-то велась. Работа огромная. велась, я постоянно работал, там, обновлял базу, опять, понятно, как бы, сейчас, когда смотришь ее, там, я какие-то старые анализы там смотрю, там, вот, включаешь там движок и становится, знаешь, как бы... Весело, да? Да, ну, как-то не по себе. Хотя как-то недавно я там говорил с Фирузой, так просто себя, вот, и что-то говорим, там, и он мне говорит, слушайте, я тут вот изучаю там какие-то там какой-то там Найдер, там, я в свое время записывал в Чесбейсе ферзевый гамбит и Найдер. Типа лекции такие, там, 2001 год, что ли. Ну, какие-то там старые анализы были. Я говорю, тут я, говорит, пошел по какому-то анализу, проверяю. Правильно сказал он. При том, что, понятно, движка не было, но вот куда поставить, даже в острой позиции, уже там рука стояла правильно. Когда мы говорим, там, да, скажем, вот на каких-то там занятиях, там нашей там школы, ну, академии, вот, тоже там, я же какой-то совет даю, там, значит, ребята там проверяют, говорят, слушайте, как вот, подтверждает движок, вот. Я говорю, ну, так какие-то вещи, видите, можно и без движка, на самом деле, было, потому что мы просто понимали, куда кого ставить, как фигуру расставлять, даже в острых позициях. Хотя, конечно, я скажу, что сейчас, когда смотришь на современные шахматы, вот на то, как они двинулись вперед, и понимаешь, что многие оценки наши, там, того времени, конечно, сильно устарели. Например, для меня было вообще шоком, когда я начал сейчас смотреть там современные шахматы, там в Найдерфе играют H2, H3, потом G4, потом G5, и атаку Керриса без темпа играют. Просто без темпа. А я в свое время так играл как бы черными, там, нормальную атаку Керриса, и считал, что, все равно боевая позиция, но рискованно. И понимаешь, что, в общем, машины все-таки двигается вперед. Двинули шахматы вперед. То есть вот это многие оценки, которые тогда оказались там неясными, можно было играть, сейчас практически приходится просто сдавать в архив, потому что
Ну, когда значит, включаешь машину, там сразу где-то с раздачи там плюс 0,5 уже, сразу просто показывает. И потом начинаешь понимать, что, в общем, это гораздо ближе к действительности, чем то, что мы думали тогда. Вот. А в некоторых вещах, на самом деле, в общем, наши оценки, хотя они, конечно, были, ну, как бы у них не было такого математического подтверждения компьютера, тем не менее, они были правильные. Какие-то вещи я гордо могу сказать, что да, вот мы были здесь правы, здесь угадали, здесь нашли правильные ветки какие-то. Вот. Но понятно, что все надо же рассматривать именно в контексте времени. Потому что там в Винника там была дебютная подготовка, но когда мы посмотрели книжку, там, записную, и это в 86 году уже там ребята там так усмехались просто, вот. А понятно, что когда сегодня смотришь на то, что мы тогда делали, в принципе, даже то, что мы делали в 90-е, в начале 2000-х, все равно устаревает. Вот. Самый такой простой пример это там по книге, вот то, что мои великие предшественники и, соответственно, и там тут моей партии, что работа над этим началась еще там в конце 90-х годов. Значит, потом, значит, первое издание, там, ну, что первый том где-то появляется там, в 2001 году, там, естественно, куча ошибок, начинают люди документировать, вот. Ну, потом издаем, как бы, вот все эти там тома, значит, и сейчас вот переиздание идет, и, ну, там, я говорю с Плесецким Шакаровым, и они просто в ужасе, потому что все оценки меняются просто. Я не знаю, что будет через 20 лет, как бы, но вот сейчас видно, что вот машины копают, ну, как раз копают глубже и глубже, на самом деле, и получается вот то, что какие-то вещи, которые нам казались очевидными, вот, там, вот, знак восклицательный часто может меняться на вопросительный. Но это опять, это творческий процесс, как бы, опять важно. Это нормально. И поэтому я всегда говорю, когда спрашивают про там относительную силу шахматистов, как бы, вот, знаете, вот, так, кто играл сильнее, там, Фишер там, в 72 году, там, или там Каспаров в 89-м, или Карлсон в 2015-м. Невозможно. Объем знаний другой, уровень подготовки другой. Просто понятно, что то, что Фишер знал в 1972 году, и, как бы, вот, то, что был революционным, сегодня знает любой там, как бы, там, ну, и кандидат мастера, ну, мастер спорта уже, там, молодой парень, который там, значит, идет вверх. То, что, как бы, я знал в 89-м и 90-м, это то, что было революционным, это во многом база, на которой поднимается Магнус Карлсон. Поэтому, как бы, шахматы развиваются. Это, ну, поэтому я достаточно оптимистично, ну, или, по крайней мере, не пессимистично смотрю на дальнейшее будущее игры. На мой взгляд, все-таки там, как бы, вот этот потенциал вот этого противостояния интеллектуального на индивидуальном уровне, он, в общем, гарантирует то, что шахматы никуда не денутся. Не исчерпано, да? Ну, просто сейчас просто много как бы много не игры в силу того, что все знают, проверяют друг друга в каких-то уже мелких Я понимаю, анализах. да, но дело в том, что вопрос не то, что все знают, а еще все много играют, на самом деле. Тоже проблема. Но, кроме того, все-таки я считаю, что 960 это большой ресурс. Потому что, как бы, если хотите, чтобы играли, ну, это просто вот вам бесконечный ресурс просто для того, чтобы шахматы доставляли удовольствие, и никого не волновало, что там, кто там подсмотрел на компьютере. Ну, потому что, да, вот уже смотреть на игру шахмат, ну, да, они много играют, но даже когда они мало играют, ну, какие-то форсированные линии, вот, например, там партия Каруана в Ашилограф от претендентского турнира. Год готовились люди. Да, год да, готовились. пришли, что-то Каруана там отбарабанивают. А вот смотри, вот интересно, на самом деле, хорошо сказал про эту партию. Да. А ваш Лягров год готовился? Готовился. И причем, насколько я представляю, там, в общем, компьютерная мощь, которая там была мобилизована, она даже была больше, чем у Каруана. То есть ему там во Франции обеспечили все условия. А зевнул идею это. Все-таки вот здесь элемент человеческого участия очень важен. Потому что даже вот эти супермощные машины, они не смогли, как говорится, обеспечить. Потому что именно эти бойцы смотрели там, понятно, там, включали движки там на ночь. Вот. Все равно нужна человеческая, мне кажется, здесь вот, человеческое вмешательство. Это вообще касается взаимоотношений людей и компьютеров. Я об этом там читаю лекции постоянно, что ключ к успеху – это понимание того, что может добавить человек, пусть даже немножко, к данной машине для решения этой конкретной проблемы. Вот здесь, как бы, это кажется все элементарно, ну там сел. Нет, это надо просто понимать, что нужно этой машине на вот этом конкретном направлении. И эта задача далеко не тривиальная. Поэтому я говорю, что даже вот имея вот движки все-таки у кого-то получается лучше. И вот эта идея Каруана и Касымджанова, неважно как это, вот, который МВЛ со всей командой и мощью компьютера просмотрел, это еще одно подтверждение, что на самом деле есть
простор для творчества, пусть даже он как бы сузился, но в основном существует. Ну, просто простор для творчества сузился, а выросла потребность в какой-то невероятной памяти совершенно. То, что все это запоминать. Я просто не понимаю, как они это запоминают. Ну, поэтому, на самом деле, поэтому, по 4-5 часов. Поэтому, на самом деле, дебюты упростились. То есть, на самом деле, играют дебюты, где, в общем, запоминать не обязательно. То есть, поэтому там, популярность там, вот этих итальянских, Берлина, она возросла ровно потому, что там не может быть супер-сюрприза. То есть, там вот такого, как что случилось с партией Коронова-Шелягорова, быть не может. Вот. А это естественная реакция. Ну, как вот есть проблема, связанная с объемом, с запоминанием, плюс с риском проиграть партию, как бы не выйдя из дебюта, потому что там просто кто-то правильно настроит машину, знаешь? На самом деле же это как, вот представь себе, что у тебя есть какой-то там снайперская винтовка, там, стреляющая там на километр, и у тебя его соперник. На самом деле решает же, там миллиметр поправки на ветер, полмиллиметра, потому что через километр это будет 10-метровая разница. И вот по существу, как бы, вот понимание того, как это правильно настроить, является, как бы, сегодня секретом успеха. И ясно, что многие просто боятся вот того, что, как бы, вот в сложной ситуации, когда там снайперская дуэль начинается, можно попасть. Поэтому, как бы, предпочитают прятаться в окопы, знаешь, такая, начинается окопная война. Причем интересно, что шахматы у людей становятся более, как бы, такими... Аккуратно играют. Аккуратными, да. А у компьютеров процесс пошел в другую сторону. AlphaZero показал, что на самом деле играть можно в агрессивные шахматы. H4, H5, H6. Ну, не, вообще можно играть агрессивнее играть, гораздо агрессивнее. Там вот жертва материала, хотя что такое жертва машины, не понимаешь. Жертва, это же на самом деле, это человек жертвует. Машина ничего не жертвует. С точки зрения компьютера, это просто перемена там одного, как бы, состояния материала в другой. То есть это как бы в системе вот этих трендов, которые там, ну, машина там для себя отрабатывает, играя сама собой, вот какие-то жертвы, они перестают быть жертвами. Просто на самом деле перевод, как бы, материального фактора в фактор иной, который тоже является материальным для машины. Потому что пешка это там условно, там, я не знаю, 10 пунктов. А какие-то другие факторы, которые, в общем, мы там до конца не понимаем, а вот система координат, в которой машина принимает решение, там вот какие-то факторы дают 11. То есть машина явно видит, что это лучше. И поэтому, когда мы говорим, там, AlphaZero пожертвовал пешку или пожертвовал фигуру, Ничего не пожертвовал. это мы человеческим языком пытаемся описать нечто другое. Вот. Потому что такое пожертвовал? В партиях там AlphaZero, скажем, со Stockfish. Там же понятно, если бы там был форсированный масс, Stockfish тоже видел бы. Но Stockfish всегда отставал там на полхода, на ход. А это, значит, уже просто была система оценки более сбалансированная. И поэтому вот то, что нам казалось жертвой, и то, что Stockfish там хватал, на самом деле это было понимание, что, как бы, идет трансформация одних преимуществ в другие. Чем-то напоминает Карпов-Каспаров. Так как я сейчас слушаю, у меня возникла Ну да, может быть, да, это аналогия. напоминает. Но на самом деле это современные шахматы. Это то, как развиваются компьютеры. Вот, и интересно, что у компьютеров это более ярко, чем у людей проявляется. Потому что люди, естественно, опять, у нас всех ограниченные возможности запоминать, там, как бы, вот, объем памяти, он не бесконечен. И поэтому возникает такая защитная реакция. Слишком много вариантов. Хорошо было бы, конечно, попробовать сказать поспокойнее. Поэтому дебюты, которые мы сегодня видим, они, в общем, ну, на таком пятачке толкутся все, чтобы сразу не влететь в какую-то дебютную катастрофу. А вот в вашу профессиональную жизнь когда пошел компьютер вот, в подготовку? Когда вы поняли, что да, это гигантский ресурс, который можно и нужно использовать? Ну, тут есть два этапа. Первый этап это дебютные базы. И это уже на самом раннем этапе. В принципе, уже в 1985 году я сказал Фриделю, как раз вот, я у него был в гостях, это 1985 год, Рождество. Я ему сказал, что вообще-то, мне кажется, надо думать о том, чтобы создавать шахматную базу. И с этого начинается чесбейс, на самом деле. Он там находит партнеров, и они создают чесбейс. Вот. И первый чесбейс на Atari, 286-м Atari, они подготовят к концу 86 года.
Вот. А к концу 86-го года... Просто, по сути, отсканировали как-то партии, да, старые? Ну, там будет, уже база появляется, на самом деле. И я испытывал вот этот чесбейс, вот как бы, я испытывал как раз на сеансовых партиях. Вот когда я играл сеансы с профессиональными командами. Потому что в 85 году, значит, я помню, после матча с Карповым, я поехал играть с Тимоном матч. Ну, как бы, все тоже были удивлены, чемпион мира, и вообще матч совсем с ума сошел. Мы сыграли матч, выигрывая матч. А потом я приехал в Гамбург, и, значит, я предложил возвращаться, я домой буду, в СССР, через Гамбург, что я сыграю сеанс с местным клубом, ХСВ. Ну, они, конечно, все там посмотрели, 8 человек. На первом Чандлер играл, росмейстер все-таки, да. Остальные были мастера, там Матиас Вальц был молодой тоже. Вот, 8 досок, значит, ну, с часами там, по-моему, у меня было, по-моему, 2,45, а у них 2,15. Вот так, по-моему, так по часам ставили. Вот. Ну, они, конечно, все были уверены, что это бахвальство, как бы, совсем уже потерял голову там от чемпионства. А я помню, я приехал, я действительно, я был измотан страшно, потому что я играл с Тимоном. До этого я писал книгу, вот эту о матче с Карповым, первую, как бы. Буквально с Шакаровым и с Цатуряном мы написали ее там буквально меньше, чем за 20 дней. И, значит, это матч, потом вот эта книга, потом, значит, я приезжаю играть с Тимоном, то есть, в общем, и приезжаю туда еще, причем, там я еще какую-то партию комментировал там для информатора, потом пресс-конференция в аэропорту была, Ким там начинал кампанию свою с Люсеной против Кампоманес. В общем, у меня голова идет кругом, я еще приехал, там что-то какой-то биштек съел просто, значит, да. Потом приходит там Чандлер и говорит, значит, ну, значит, как, значит, мы расставляем все белые, я говорю, нет, как, матч по-честному. Я говорю, надо жеребьевку проводить. Вы что, будете играть половину партии черными? Я говорю, ну, только я же как команда играю. Значит, мы играем, значит, он, кстати, на первой ласке белый цвет выпадает. И этот матч мы сыграли, я проиграл 4,5-3,5 его. Значит, проиграл Чандлеру, неплохую позицию, вот, но они, конечно, ну так и должно было быть, хотя они тоже были удивлены, что борьба на самом деле была. Я там проиграл на соплях. Я был жутко разозлен. Единственный матч, который я проиграл вообще вот, в своей жизни, все профессионально. Я сказал Фриделю, я говорю, так, что если бы у меня была возможность подготовиться, я же их не знаю, этих людей, я говорю, просто. Была бы у меня возможность подготовиться, все было по-другому. Что я хотел с ними сыграть матч-реванш. Вот. Чандлера уже не было, но команда стала, рейтинг повысился, потому что на самом деле они все стали сильнее, в принципе. И мы играли в феврале 87 года. Вот там я впервые испытал. То есть у меня был компьютер, и были партии. Я просто смотрел их подряд просто. Но мне надо было понять, кто как играет. И там, значит, я там делал пометки свои делал просто. Значит, это играет так, это играет так. Значит, матч кончился 7-1 со счетом. Да, как бы, да. Вы поняли, что это... А потом тоже был со швейцарцами, я помню, тоже там сидел, делал пометки, вообще смотрели на сессию, а я крутил очень быстро партии, мне надо было просто понять, о чем они думают вообще, какие дебюты играют, куда ходят. Значит, и, соответственно, я довольно быстро пристраивался и понимал, какую позицию кем поставить. Помню, я там про Вертензона написал, что удар не держит там, в принципе. Там я ходов 25 мат поставил просто. Значит, где-то там пожертвовал просто, значит, причем полностью по характеристике, которые я там ему дал. Многие смотрели там, не понимали, потому что партии мелькали очень быстро. А как вот запоминать? Я говорю, для меня важен образ просто, понять, как это работает. То есть вот тогда, значит, появляется возможность использовать базы. И я начинаю работу, в принципе, о том, чтобы переводить уже наши тетрадки, как бы, то есть на самом деле создавать базу компьютерную. Вот этот процесс вот где-то идет в конце 80-х годов. Вот я в 88 году, по-моему, наверное, один из первых в СССР привез лэптоп, да, переносной компьютер. Ну, вообще назвать его переносным сложно, потому что он весил почти 5 кило. Значит, такой компакт 486, да, значит, и стоил $5000 почти. То есть, ну, там, вот. Ну, очень важно было. Хотя такая коробка, знаешь, такая, напоминает такие старые советские магнитофоны, знаешь, просто вот. И я помню, я привез к Шакарову, говорю, Александр Иванович, ну вот, наконец, компьютер. Какая память? Я говорю, 20 мегабайт, и еще можно 20 добавить. Ничего себе, 20 мегабайт. Вот это да, вот это. Вот, значит, причем очень смешно было. Я приезжал, там меня встречал один из моих друзей, Степа Панчиков, значит, как таможню я прохожу, и Степа кричит мне, Винчестер привез. Таможник начинает дергаться. Слова новые были такие. Вот. И там к 90-му году уже как бы все находится вот, как бы в таком организованном виде. Там тетрадки переносятся, там, значит, какие-то там древние анализы. То есть как бы вот это наследие там Никитинское, там, оно становится более там организованным. Но движков еще не было шахматных, да? Не, движков нет. Это только база. Мы говорим только про базу. Да.
Значит, компьютеры уже, ну, большие компьютеры появились, там вот этот Deep Thought был, с которым я в 89 году играл. Вот, там первая программа выигрыша у Гроссмейстера, там, по-моему, вот, она у Майлса выиграла в турнире. Вот, ну, там я довольно легко в Нью-Йорке выиграл тогда. Потом из нее сделали Deep Blue, в принципе, как бы, эта команда из Carnegie Mellon. В 90-м все было как бы, вот все еще это только база была. В 91-м как раз, когда мы с Макарычем начинаем работать, вот там уже все начинает заноситься. Сразу в ком. Сразу в ком. Первый раз, я зрительно помню, когда была предпринята попытка использовать движок, потому что уже появился там Фриц 1, но они играли примитивно, но тем не менее все-таки это как бы такой движок, хоть какой не есть. Она была предпринята в Лондоне Макарычевым, значит, на матче с Шортом. Какие-то там, смотрели, безумные пальцы Венцович, какие-то там все фигуры висели. И Макарычев говорит, слушай, что-то все висит, голова, давай попробуем проверим, что тут, значит, что-то машина говорит. Ну, примитивно очень было, но тем не менее что-то там как бы получилось. Но эксперимент развития реального не получил. Значит, 94-й год, я даже не помню, насколько мы пытались это делать. Вот в 95-м году, значит, уже перед матчем с Анандом, я начинаю думать, что вообще-то надо бы это подключить. То есть уже более-менее машины играют, мы уже понимаем, там, вот, уже в Блиц там начинают нас тягать, то есть мы там уже в Блиц проигрываем, в Рапид, то есть как бы, ну, уже понятно, что есть какой-то смысл, хотя все равно практической ценности еще мы не видели. Ну и как бы революционное событие — это вот 10-я партия матча. 10-я партия, значит, как бы я говорю, что я из нее проиграл 9-ю партию, потому что после 6-й партии, как бы, значит, у меня эта идея пришла в голову, когда сыграли открытую испанской партии с ним. Я долго ее обдумывал, как, значит, пожертвовать, в принципе. Значит, и в 8-й я еще сыграл шотландскую, а потом уже мы вроде бы отработали все, и 9-ю я как бы играл, там, думаю, только 10-й на самом деле. В общем, партия... Да, ну, да. И вот там уже как бы я говорю ребятам, что давайте так, там все-таки все висит, вроде бы, да, вроде все работает, ставьте компьютер. И вот компьютер подтверждает. Ну, в данном случае как калькулятор используюсь, но подтверждает. Тактику просто смотреть, да? Да, ну, жестко, вот там тактика. Мы все-таки ладью отдаем. Ну, да. Просто все-таки отдаем ладью. Как-то, да, матч на первый смерть без ладьи играем, да, как-то все-таки. И поставили, как бы, вот, и все. И машина, вот, словно 6, машина показала четко вот это самое. Вот с этого момента, можно считать, начинается история компьютерных шахмат. Вот, как бы. Вот. Но, в принципе, как бы еще важным то было, что в 94 году в конце Юра Дахаян приходит. А Юры просто, как бы, ну, у него такая вот получилась так природная совместимость с компьютером. То есть его просто не случайно его Фридрих назвал там Дахаян 5.32, 5.32. Просто он действительно, как бы, вот он для него компьютер, он срастался с ним. То есть он просто начинал работать. И поэтому вот, как бы, вот процесс после 95 года начинает идти ударными темпами. Вот с 95 года он начинает, как бы, ускоряться. И уже там перед матчем с Широм, 98-й год, когда я начинаю готовиться, и 99-й год Вейконзей, вот это, там уже просто проверки, анализы выйдут. Вот, например, партия с Анандом, это знаменитая черными, которую я играл, она вся шла по ветке. Другое дело, что мы знали, как подталкивать. Машины все-таки еще были недостаточно сильными, но в тот момент я считаю, что у меня там появляется как раз большой перевес перед остальными, хотя я был старше них, но я быстрее пристроился к работе с компьютером. Вот мы с Юрой очень уверенно это делали. И это в какой-то мере подведет меня в 2000 году, потому что у меня будет возможность поработать с израильским компьютером, там вот с Deep Junior программой, и там мощный очень компьютер был в Лондон привезен. И я начинаю слишком сильно ориентироваться. На самом деле мысль о том, что многое можно решить, и поэтому, как бы, вот, ну, тот объем работы, который был проделан, он, к сожалению, в общем, во многом ушел впустую, потому что, ну, не надо было пытаться решить все до конца. Причем такой парадокс такой, что, например, там смотрели Грюфель там по всему периметру. Вот ровно одно место, которое, вот вторая партия матча, вот ровно одно место, так почему-то оно, я не знаю почему, но бывает такой blind spot. Ну, вы это объясняли тем, что верили вы, или кто-то объяснял, что верили вы Чуку. Нет, ну, вот почему-то это вообще не... Вот как-то проскочили, потому что смотрели там практически все, что можно придумать. Там, вот, ну вот ровно бывает вот так вот. И это на самом деле как бы там шоком стало просто. Я потом просто там отскакивал от Грюнфельда. Вот, при том, хотя, что... может быть, можно было его продолжать играть. Ну, да? Опять, ну вот, да, может быть, можно было. Но вообще вот интересно, что вся система с Коди в 3 слоне 3, она просто вылетела. Там, ладья Б1 нашли там форсированные ничьи, вот просто вот как бы там, значит, ну, в главных вариантах там Коин наскребли вообще вот со слон C4, Коин 2, главный. То есть там на самом деле вот просто по поляне, варианты ферзь Б3, там слон G5, G3 смотрели очень много. То есть там действительно просто всю поляну охватили. Вот ровно ту территорию, где надо было смотреть, как бы, вот ровно почему-то там
Как-то вот не знаю, как-то... Ну, это называется не повезло, на самом деле. Ну, на самом деле, вот тут не повезло. Вот, а так же, как и, конечно, Берлин, конечно, оказался тоже, потому что там вот ко всему приготовились. Даже к Каракану подготовился, который Крамники играл там. Французская Каракан, то есть на самом деле там испанские разнообразные, вот как бы, ну, естественно, русская партия, вот. Вот просто вот точка нашлась, как бы вот. Ну и потом, конечно, последние годы уже мы активно дорабатываем, как бы, то есть работаем с компьютером, вот. Но это уже как бы, это уже все делают. Уже начало 21 века уже как бы становится общим местом. Как бы, эта работа, вот, как бы, ну, революционность наших изысканий, она как бы уже, ну, там, стирается. Ну, ощущение было, что до последнего момента чуть на шаг впереди. Нет, мы работали все равно очень много, то есть как бы нам база все наращивалась, проверялись варианты, то есть, ну, скажем, вот перед несостоявшим матчем с Пономаревым, там, в принципе, там большой, хотя не было таких больших сборов, там Балаган подъехал, немножко помогал, но я продолжал работать, и, в принципе, там, даже вот игра вот в этом, на этом Кубке Европы, в котором там ухитрился, там Хузману проиграть, Нет, да? ну, которого в сеансе обыгрывал, понимаешь, дважды, да. Но опять, в этот момент я там выиграл 4 партии, я 4-4 стоял. Чувствовал, что не надо выходить на партию. Просто, ну, вот что-то вот он устал. Во-первых, 4 партии сыграл, Грищука выиграл очень сложную партию, 4 из 4. Просто вот не надо, и команда лучше сыграла, бы не надо было. Уже на самом деле начинают наступать моменты, как бы потом они станут, как бы, уже, ну, все чаще и чаще. Ну, такой, знаешь, возрастной уже там. Уже к 40 лет уже. И сказывается. Вот, ну, только Солнце 8, когда сделал с Хузманом уже. Да. Причем я сделал его... Вот я взял, когда скоростной стал на свыше, я посмотрел, ладья d5. Зачем я этот ход сделал? То есть, на самом деле, там, ну, после там любых от ладья e8, то есть партию, я думаю, что я без всяких хлопот выиграл, потому что позиция там, ну, все, может, чуть приятнее, может, равная. Ну, понятно, что не надо только зевнуть ничего было просто. Я думаю, что, как бы, партия закончилась бы так же, как и другие партии заканчивались с Хузманом. А у него конь на f5? У него конь стоял на f5, ему платил ладья f8, просто нельзя слон c4 брать, там связка, ферзь c8, я ухожу из-под связки, нападаю на коня f5, слон d нельзя, потому что слон бьет аж 2 шага, ферзь висит, как бы так, в принципе. Значит, просто ладья e8 защищался, это самый, и следующий ход будет слон c8 уже. Следующий ход будет слон c8, белый конь отойдет назад, этот пойдет на e4, там, ну, в общем, позиция, ну, примерно равная, у белых там блокада в центре, у черных проходная защищенная, вот, но это не имеет значения, понятно, что там, как бы, я думаю, что без особых хлопот бы, я думаю, довел бы партию до конца логического. Вот. Но опять, это уже вот чувствую, что я начал тогда понимать, что надо... Провалы какие-то временные, уже, такие, да, да, уже, 5, 7, 10 минут и прям... Бывают какие-то провалы. На самом деле нельзя бесконечно играть, то есть вот на этом нерве, на напряжении. Все-таки я так играл там четверть века практически, вот, в принципе, вот с этой выкладкой. И подсознательно начинаешь уставать. Как бы начинаешь уставать. Нервная система просто, ну, видимо, да, уже, просто да? и кроме того, что-то нужно еще. То есть вот я сказал, что для меня же как бы символический момент был, вот это как раз первенство России. Вот, когда мой маленький сын приходит, и когда я ему вешаю медаль на шею. Потому что вдруг я понимаю, что там, ровно то, что я сказал как бы, в 97 году, как бы в Новгороде на пресс-конференции, когда меня спросили, ну что вы еще хотите сделать, я говорю, хочу, чтобы там сын мой родился, хочу, чтобы мой сын увидел, как я выигрываю на сцене. Вдруг я понимаю, что, в принципе, все, больше ничего не надо. Просто на самом деле дальше... Это конец 2004-го. Это конец, все, декабрь, все, я понял. Как вы приняли решение, да? Все, нет, в этот момент я как бы... То есть я как бы к этому настраивался на это, потому что, ну, после матча с Пономаревым несостоявшегося, то есть как бы у меня наступил такой, ну, тоже такой психологический шок, потому что я понимаю, что есть у всех большое желание, чтобы я больше матчей не играл на первенстве мира. На всякий случай, просто как бы, чтобы меня просто не было больше. Ну, а когда еще матч с Касымджаном, когда я уже понимаю, что ничего не будет, ничего, я буду там бегать, носиться, в принципе, как бы. То есть у меня уже мысли, что в эту сторону, а когда заканчивается первенство России, как бы там Вадику там я одеваю там медаль золотую свою, вот, я понимаю, все, да, Ленарос надо отыграть, контракт был, как бы, и надо, все, как бы, хватит. Надо То есть решение все-таки достаточно спонтанное. Ну, я не то, что вы там за год подготовились. Не, я, конечно, не готов. Нет, я, конечно, не готовился. Не готовился, и никто, даже Юра не знал Дахаян. Даже Юра не знал. А не знал? Нет, Юра не знал. Юра не знал, только... Я вам перед последней партией сказал, что только не знал никто. Знал только мама, естественно. Никто не знал. Это просто наше решение было, в принципе. Я с ней говорил. Нет. Ну, я вообще готовился как бы к изменениям своей жизни, там, в принципе, я в 2005 году женюсь, то есть, как бы, я меняю, то есть, как бы, жизнь меняется, то есть, как бы, я настраивался на новую жизнь уже. Не жалею? Потом? Нет, абсолютно. А тяга была? Ну, все-таки нервная система
привыкла вот это вот Не-не, постоянно. я уже понял. На самом деле это вот одно из лучших решений, я считаю, было. Вовремя было. Вот на самом деле очень вовремя. Потому что, было тяжело. Вот эти вот, то, что начало происходить там в 3-4 году, вот на самом деле вот эти уже видно было там проколы, там вот скажем, там, Линаросы, которые там тяжелые были, 3-4 год, которые я не мог выиграть, при том, что там позиций выигранных было там через раз просто. Вот чего-то не хватает. На самом деле, знаешь, как сигнал сверху. Пора, в общем, пора завязывать. Сделал все, что мог, уже отдыхай. Дело в том, что еще же сделал все, что мог, на самом деле, и как бы развил горизонты. Ведь эта игра не только, значит, надо выиграть, надо еще что-то новое открыть. Вот эта вот идея, там, то, что от Ботвинника было, от мамы было, что надо все время двигаться вперед. Я понимаю, что я уже не могу. Вот у меня нет того драйва двигаться вперед. И это начало сказываться. Вот чуть-чуть не хватает. Вот какой там Линаросов, где там просто... я каждый день получается какая-то позиция, но я не могу и выиграть просто. Это было 2000... когда я Раджабу проиграл, вот пасть просто, значит, там, я не взял пешку, D5 центральную просто. 2004? Это третий год. Это третий год, 2003 правильно, год, и, по-моему, они у меня начали расплываться, Линаросы, там, в самом конце, значит, там, я в предпоследнем туре растопал ему партию. Очень хорошая содержательная партия, в испанке, там, значит, я там организую атаку, все уже, все, и вот надо наносить решающий удар. И вот я его вижу, главное. Вот, и я смотрю так, елки-палки, тут же какой-то ферзь один шах он даст, в принципе. Вот, и не сходится. Я даю вечный шах, вот, я, понятно, задергался, вот, и потом кончается партия, значит, да, и как-то, я говорю, так ферзь С2 на С1 не ходит. Просто глюк. Просто он С2 надо, не может пойти, он не может пойти, он так тут не попадал на это поле просто, вот. И этих вещей становилось все больше и больше, то есть, как бы, надо просто было объективно понять, что там, время настало, надо просто чем-то другим заняться, потому что, кроме того, еще книги там начали писать, с Плисецким работать начали над книгами. То есть я считал, что вклад в шахмат можно носить по-разному. Каспаров Chess Foundation в Америке создали в 2002 году. То есть, я уже видел, что всегда из шахмат я никуда не уйду полностью, потому что там были возможности, хотя я не думал еще с Магнусом заниматься, это как бы таких вещей, с кем-то еще. Профессионально играть, это невозможно было, потому что слишком много других вещей интересных было. Там книга уже начала писаться, вот «How Life Imitates Chess», «Шахматы как модель жизни», лекции пошли уже там. То есть надо было искать себя, по-другому. Там. Началась новая жизнь, там, поженились с Дашей, то есть там через год Аида рождается, в Нью-Йорке начинаем обустраиваться. То есть как-то меняется, жизнь меняется. Вот, и там профессиональным шахматам там уже места не было.